Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я хочу вам показать вот такие вот следочки я связала. Хочу вам показать, рассказать, как их связать. На 5 спицах связаны вперед жаккардом. Боковая часть и подошва, и пятка связаны у меня платочной вязкой, лицевыми петлями. Скоро вот у нас февральский сердечный праздник такой приближается. Поэтому сейчас я связала на 5 спицах. Еще у меня будет пару вариантов сердечно-цветочной модели. Значит, пряжа у меня белый, голубой, красный и вот синий. Два синих оттенка. Голубой и темно-синий. Это, как всегда, турецкий акрил. Вот такая вот марка Мадам Трикоте Дора. Это пряжа для следков специальная. Турецкий акрил. В 100 граммах 240 метров. Вязать я буду 5 спиц номер 2,5. Также у меня круговые спицы для зачина, для начала вязания мыска. Значит, схему сейчас я все это выведу на экран, по которой я буду вязать. Вяжутся несложно. Сейчас я их сразу сниму с манекена. Сняла с манекена вот такой вот следок. Вязание, как я уже сказала, мы начинаем с мыска. Довяжем до разъема. Потом перейдем на 3 спицы, довяжем до пятки, закончим пяткой. И вот, как всегда, я сделала свою любимую обвязку. С помощью этой обвязки следки очень хорошо сидят на ноге. Так, давайте я сразу вам замерю. В процессе вязания сейчас буду замерять. Ну, здесь особо и замерять-то нечего. Смотрите, вот до пятки они у меня 22 сантиметра, 22,5 даже до пятой. Они хорошо растягиваются. Так, 10 сантиметров. У меня они вышли на 39 размер. Вот так вот скажу. На 38 на пару рядов провяжем меньше. На 40 добавим еще один вот зубчик, изнаночную дорожку. То есть пару рядов. Ну, если там маленький размер, 36-37, по длине будем также уменьшать. По ширине я обычно вяжу этой пряжей, и я всегда набираю 58 петель, среднее у меня количество, только если широкая нога, я даже могу набрать 60. В этот раз я набрала 56 петель всего, и они у меня получились не узкие. Я думала, они выйдут на 37-38, не знаю. Вот то ли из-за жаккарда вот так получилось. Если маленький размер, пряжу можно взять метражом немножечко побольше, да, вот у меня 240, тогда можно там 270 взять, и тогда размер, соответственно, уменьшится. Ну что, перехожу сразу к вязанию. Значит, перехожу к вязанию, я частично расскажу, частично основные места провяжу. Схема здесь большая, на узор 29 рядов. Значит, сейчас начинаем мы вязать с мыска. Я на круговые спицы набираю на каждую спицу по 12 петель, а потом перейду на 4 спицы. Так вот, одну петлю, одну нитку завожу на нижнюю спицу, вторую на верхнюю, одну на нижнюю, вторую на верхнюю. Так набираю, пока на каждой спице у меня не будет по 12 петель. Если размер маленький, 37, наберите 10 петель. После того, как набрала на спицы, одну спицу вывожу. Теперь, сейчас это надо подвязать, провяжу все петли лицевыми с одной спицы, потом со второй. Значит, лицевыми петлями провязываю все петли. Провязываем до конца полностью первую спицу и потом вторую спицу. Провязали первую спицу, подтянули спицу, перешли на вторую, теперь провязываем вторую спицу. Все точно так же провязываем до конца. Так, и последняя провязала. Теперь
Перехожу на 5 спиц, опять подтянула спицы, перевела. На каждую спицу снимаю по 6 петель и сразу делаю прибавку накид. Прибавки и накиды буду делать через ряд. Буду сейчас вязать мысок, расширять и прибавлять через ряд по одной петле. В одном ряду с прибавкой, в другом без прибавки. Первую провязала, вторую провязала и делаю одну прибавку. 3, 4, 5, 6 петель на этой спице вместе с прибавкой 7 петель. Теперь вторая спица и точно так же переносим на вторую спицу, не довязывая двух петель, делаем одну прибавку. 1, 2, 3, вяжу очень плотно, 4, осталось 2 петли, опять одну прибавляю и провязываю лицевыми до конца. Провязала. Теперь опять аккуратненько придерживаем, подтягиваем это все и снимаем петли вместе с накидами, с прибавками со второй спицы. Все, перенесли мы вязание на 4 спицы. Теперь далее продолжаем вязать. Следующий ряд у нас вяжем по кругу без прибавок. Потом прибавляем, расширяем. Значит, я расширю, у меня будет 56 петель. К вам вернусь и потом перейдем к узору. Все, сейчас этот весь ряд, все 4 спицы провязываем без прибавок. Следующий ряд прибавляем. 56 петель, и я так подогнала, узор как раз полностью совпадает. Поэтому если вдруг вам больше петель понадобится, то тогда там уже нужно будет сориентироваться. Вот здесь у меня стык, узор совпал. Ну, смотреть надо по схеме будет. Сейчас я довяжу мысок, перейдем к схеме и будем дальше вязать. Так, вяжем мысок, расширяем. Закончили расширять мысок. После того, как расширила мысок, я провязала еще 2 ряда белым цветом. На размер 36-37 провяжем 1 ряд белым цветом. Теперь переходим к узору. Значит, на каждой спице у меня по 14 петель, всего 56. Смотрите, это у меня такая вот рабочая схема. Полностью разрисовала следок с узором. Оригинал схемы также будет на экране. Значит, вот мы набрали 12 петель, расширили, закончили мысок. Это я отделила полосой серой мысок от узора. После мыска провязала я 2 ряда белым. Теперь далее, вот начало ряда здесь у меня, и продолжаю вязать узор. Начинаю, то есть, вязать узор вот точно по схеме. Высоту узор 29 рядов. Вяжем мы в круговую. В конце я провяжу еще 1 ряд белым. Потом вязание сделаю разъем. Вязание у меня разъединится. И буду уже вязать лицевыми и изнаночными, то есть поворотными рядами. Значит, схему можно будет взять на канале сообщества. Там я размещаю фотографии схемы. Или же сделать паузу и сделать скриншот. Поставить видео на паузу, то есть сделать скриншот со схемы. Вот так вот. Я сейчас с вами начну вязать. Далее будете вязать самостоятельно, потому что схема очень большая. Физически это невозможно провязать. Это займет 2 часа видео, если каждый ряд буду вязать на видео отснимать. Она простая схема, не сложная совсем. Значит, сейчас начинаем вязать. Красный цвет нам в этом ряду потребуется. Вот я провяжу сейчас первый ряд. Начало у нас 3 петли белых, 1 красная, 3 белых, 1 красная. Так, провязываем первый ряд по схеме. Первые 3 петли белым цветом провязали. Далее подвязали красный цвет. 1 красная. Все вяжу лицевыми петлями. Теперь я нити вот так вот перебрасываю. Все в одном направлении. С-под низа провожу. Опять 3 белых, 1 красная. И так весь ряд. Все 4 спицы полностью провязываем. Опять нити вот перебросила. Здесь немножко подтягиваем, чтобы не было затянут
узор этот жаккард. Опять раз, два, три белых, одна красная. Провязываем ряд до конца. Идем в конец ряда. Довязываю последнюю четвертую спицу. 3 белых и в конце одна красная. И вот узор у нас совпадает. Следующий ряд. Все, провязали мы все. Теперь смотрим далее в схему, что у нас дальше по схеме идет. Следующий второй ряд. Полностью все 4 спицы у нас белым цветом. Провязываем все петли белым. Провязываем 4 спицы белым цветом полностью до конца. Довязали второй ряд белым до конца. Далее опять смотрим, что у нас по схеме. Первый провязали, второй провязали. Далее начало ряда у нас здесь идет. Первая петля белая, одна голубая, 3 белых, одна голубая, 3 белых, одна голубая. Вот начало ряда. Можно даже, чтобы не запутаться, я вот вывела здесь нитку наперед. Вот у меня начало ряда. И так вот по кругу все полностью, ориентируясь на схему начала ряда, и все в итоге у нас совпадает. Довязываем до конца, и вот начало ряда идет. Значит, сейчас провяжем вот этот вот весь мыс. Я к вам вернусь. Забираем схему, вяжем. Вот у нас первая по схеме одна белая. Далее поднимаем голубой цвет. Подняла голубой цвет. Далее одна голубая по схеме. Провязали. Далее смотрим, что у нас 3 белых. Нити перебросила. Провязываем 3 белых. Не затягиваем, подтягиваем ниточки. В конце ряда разматываем клубки. Опять я перебросила нить. Подтянула здесь одна голубая. И опять у нас 3 белых, одна голубая. И так до конца. Очень увлекательный жаккард, тем более здесь он совсем не сложный. Вот рассчитала, разрисовала вам все, только вяжите. Плотненькое вязание получается, прям вот. Все, значит, теперь провязываем еще раз схему. Довяжем до конца, я к вам вернусь. Закончила вязать мысок. Значит, провязала еще один ряд белым после узора, как я уже говорила. Пришла в начало ряда. Нити я здесь обрезаю. В сантиметрах высоту у меня мыс получился 12 сантиметров. Теперь средние 6 петель я взяла вот на булавочку, да? Разъем это у нас. Буду вязать вот с левой стороны все лицевыми петлями. И по лицевой стороне, и по изнаночной стороне буду вязать платочная вязка лицевыми петлями. На 38-39 я провязала вот по изнаночным дорожкам, если посчитать до пятки. У меня 22 вот этих вот изнаночных дорожки. Одна дорожка это 2 ряда, лицевой и изнаночный. 22. На 40-й 23 дорожки провяжем, а на 37-й 20, наверное, на парочку меньше. Вот так вот довяжем до пятки, и потом перейдем, будем вязать пятку. Сейчас я присоединяю основной цвет, и оставшиеся 50 петель у меня осталось. Все вяжу лицевыми петлями, все. Вяжем сейчас длину до пятки, лицевую сторону лицевыми петлями, изнаночную сторону также будем вязать лицевыми петлями. Ну или же можно любым другим узором это провязать. Можно лицевой гладью просто провязать. Но это поплотнее платочная вязка, поэтому вяжем плотно. Перешли на вторую спицу. Провязываем. Все, значит, сейчас провяжу длину до пятой. Измерю ее в сантиметрах и к вам вернусь. Провязала я длину до пятки. 22 ряда у меня полных, 22 вот таких изнаночных дорожки. В сантиметрах это 8,5 сантиметров. Теперь далее я перехожу, буду вязать пятку. Средние 14 петель. 14 петель я взяла на пяту.
Значит, по бокам у меня получилось по 18. Всего у меня было 50. Так, теперь пятку также буду продолжать платочной вязкой вязать. Значит, боковые 18 петель я провязала лицевыми. Теперь петли пятки 14 петель я также провязываю лицевыми. А потом будем по 2 петли вместе соединять. Значит, сейчас провязываю средние 14 петель. Провязала. Теперь по изнаночной стороне провязываю. Сейчас возьмем другую спицу, чтобы более было понятно. Опять первую сняла, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13 и 14 соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой, соединили, подтянули, развернулись на лицевую сторону, первую снимаю, оставшиеся петли до конца провязываем опять лицевыми. Так, довязала до последней петли, последняя петля на спице и петля с боковой спицы, 2 вместе провязываю лицевой петлей, соединила, подтянула, перевела, все, перешли на изнаночную сторону, все то же самое, первую петлю снимаю, оставшиеся петли провязываю, 14 петлю соединяю с петлей с боковой спицы. Так буду вязать, соединять все петли до конца соединим. В конце, не довязывая 5 петель, я через ряд буду делать убавки. Убавлю, у меня по заднику останется всего 10 петель. Так, довязала до последней петли, последнюю петлю, петля с боковой спицы, 2 вместе провязала лицевой, соединили, подтянули, первую сняли, опять провязываем все петли и последнюю петлю соединяем. Значит, сейчас заканчиваем пятку, довязываем до конца, в конце петли мы закроем и сделаем обвязку. Провязала до последней петли, 2 петли провязываю вместе лицевой, и опять все то же самое, первую снимаем, вяжем лицевыми, заканчиваем вязать задник. Продолжаю закрывать пятку. Сейчас у меня на спице осталось 5 петель, и как я говорила раньше, я сделаю по одной убавке в начале и в конце ряда. Так, первую снимаю, вторую провязала, далее 2 петли провязываю вместе, то есть одну убавила, и точно так же в конце ряда. Так, осталось у меня 4 петли на спице, 2 петли провязываю вместе, 1 лицевая и кромочная последняя, соединяю. Так, 2 убавки сделала, осталось у меня 12 петель, у меня будет всего 10. Сейчас я провяжу изнаночный, лицевой и еще один раз изнаночный ряд и сделаю еще пару убавок. Значит, вот так вот я закончу пятку на 10 петлях. Довязали пятку до конца, последний ряд вяжу по изнаночной стороне, осталось у меня по краям вот не закрытые по одной петле. Значит, довязываю по лицевой стороне, буду закрывать. Сейчас последние 2 петли по изнанке я закрою изнаночной петлей. Перешла на лицевую сторону, закрываю петли, по 2 петли вместе провязываю лицевой петлей.
Все, так закрываем петли до конца, до самого. Так, осталось у меня 2 петли последних закрыть. Я сразу подвязываю белый цвет, потому что у меня будет идти набор белым цветом. И последнюю петлю я закрою белым цветом. Да что такое, ну, не держится. Так, провязала белым. Протянула все. Теперь далее что будем делать? Все готово. Вот эти вот петли, которые были на булавке, я перенесла на спицу. Сейчас, значит, сделаем вот такую вот обвязку. Она состоит из 13 лицевых рядов на 4 спицы, номер 2,5 по всему вот верху. Я наберу петли, средние петли мы провяжем, наберу белым цветом, один ряд провяжу все изнаночными, далее по кругу буду вязать лицевыми петлями. С 6 ряда внутреннюю часть я провязала белым цветом, это по желанию. Значит, вот так вот. А потом примонтируем, как я уже всегда говорю, почти в каждом видео я эту обвязку показываю, где-то более подробно, где-то по-быстренькому. Вот, думаю, ее уже многие знают. Она очень хорошо сидит на ноге, хорошо держит следок и товарный вид такой вот придает. Поэтому я ее всегда советую связать. Это годы назад для меня была находка вот такая вот, как закончить верх. Теперь крючком под 2 дужками захватываю ниточку, набираем петлю. Вот, набросили на спицу. Опять захватили нить, набрали. И так по одной набираем петли. Так, набрала на боковой стороне петли. Теперь средние петли нам нужно провязать. Ну вот здесь, чтобы не было у нас дырочки, я подниму еще одну вот петельку. Подняла здесь. Потом в следующем ряду, когда будем вязать, если петель будет много, ее можно убавить, провязать 2 вместе. То есть одну подняла, теперь здесь плотно нить подтянули. Петли, которые на спице, мы провязываем лицевыми. Провязали. И дальше точно так же набираем вторую сторону. Так, вот тут еще одну подняли, подтянули. Плотно, чтобы было. Все, под 2 дужками, значит, набираем петли. 60 петель у меня будет. Первый ряд провязываем все изнаночными. И следующие ряды вяжем по кругу лицевыми петлями. У меня будет 13 рядов. Набираем петли и провязываем. Провязала я высоту 13 рядов. В сантиметрах это 3,5, чуть-чуть больше. Теперь 4 спицы, выворачиваем это все на изнаночную сторону. И по изнаночной стороне я буду это все присоединять, соединять петли. Так, вот такая вот у меня тут изнанка. Так, разровняли вот этот вот верх аккуратненько, чтобы ничего здесь не перекосило, не перетянуло вот эти вот петли вот так ровно. Так, теперь начало ряда. Первую петлю снимаю. Подхватываю самую первую, вот белая петля, первый наборочный ряд, подхватила и 2 вместе соединила. Соединили. Опять петлю снимаю со спицы, сняли. Подхватили белую одну. Ниточку раз протянула и второй раз протянула. Все, дальше продолжаем так соединять по одной. Одну петлю снимаем, одну петлю подхватываем, вот она. Вот белые петли проходят, к ним присоединяем.
И подвязываем. Раз протянули и второй раз протянули. По одной соединим все петли до конца, попрячем все хвостики, и на этом сегодня будет все. Еще раз протянула и второй раз протянула. Сильно туго не затягивайте, чтобы не был стянут вот этот вот шов, которым мы соединяем. Раз протянула и два протянула. Так вот получается у меня. Все, а я на этом буду сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем легких петелек, всем мира и добра. Пока-пока, до новых встреч.